Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза. Сегодня давайте с вами обсудим друида. Итак, данный ролик будет предназначен для тех, кто относительно недавно в игре, да, скажем так, по большому счету. И в битве с боссом мы с вами часто видим, что друид у нас находится на лидирующих позициях. Я постараюсь вам объяснить, почему так, для чего вообще нужен друид. Да, но тут как бы все очевидно, он для битвы с боссом, тут далеко ходить не надо. Вот, и самое главное, я постараюсь вам рассказать, что нужно для того, чтобы выйти в топ и как вообще все это достигать. Вам очень понравилось видео с кроликом, с обзором на кролика. И давайте сразу обсудим такой момент, как то, что у друида сейчас у меня на данный момент прокачка не полная, то есть у него 3,5 звезды ранг. И в кузнице там тоже всего открыто 3 уровня. И, соответственно, какого-то прям вау-эффекта мы сейчас с вами наблюдать не будем. Но все же есть положительные моменты. Давайте перейдем. Здесь у нас что из интересного? Добавляется у нас перезарядка минус 7,5%, да, и прибавляется шанс нанесения критического урона, ну и также уклонение. Уклонение здесь, конечно же, у нас особо не фигурирует. То есть из интересного здесь достаточно много. Перезарядка, шанс критический урон, то есть все то, что нам нужно для того, чтобы набивать как можно больше урона именно в битве с боссом, да и в целом и в других режимах тоже можно за него играть. То есть он не ограничен тем, чтобы проходить только битву с боссом. Если вы его открыли совсем недавно, он один из первых героев, я думаю, что он очень и очень сильно вам понравится. В том плане, что вы будете за него проходить там какие-то моменты, главы, например. Или, может быть, вы даже будете пробовать его проходить кошмар, но мне кажется, будет тяжеловато. Здесь у нас перезарядка здоровья. И все герои получают 12,5% к урону на 50 уровне. Также сокращается перезарядка на 2,5%. Снова у нас фигурирует перезарядка на 90 уровне. И вот это глобальное усиление, оно распространяется только на хранителей природы, по-моему, да, как-то так оно называется. Ну, в общем, на вот эту фракцию, где у нас зеленое дерево, да, вот это нарисовано. И снова у нас 12,5% к нанесению урона на 120 уровне. Дальше, что у нас здесь по скиллам? Скиллы можно сразу смело выводить все полностью на максимум, что я, соответственно, и сделал. И тут давайте уже смотреть. Шанс в 1% для врагов, пораженных оружием героя, создать импульсивный взрыв, наносящий 30% урона окружающим врагам. Ну и, соответственно, если будем поднимать, то будет у нас 50 и 70%, если еще выше, 4 и 5 уровень. Друид у нас создан для того, чтобы наносить как можно больше урона на битве с боссом, поэтому чем больше урона, тем лучше. И вот отовсюду будем этот урон собирать и наносить его, да, скажем так. Поэтому старайтесь все прокачивать, вот абсолютно все, что у вас есть, нужно прокачивать. Здесь ослабляющий шепот. Каждые 10 секунд мы будем создавать ауру, которая увеличивает урон по ближайшим врагам еще на 50%. Длится эта аура у нас ровно 2 секунды. И, соответственно, если мы его поднимем, там будет еще 30% и еще 60%. То есть будет 50, 80, 110 соответственно по каждому из уровней. Но не в этом суть. Как говорится, да, давайте перейдем сразу в скипетр, в кузницу, нажмем на него. Так, чуть-чуть промахнулся. Здесь у нас оружие магическое. Эва у нас идет с книгой длительности. И давайте смотреть, что у нас здесь, как здесь правильно расставить. Итак, на первом уровне у нас есть выбор. Либо мы сокращаем время для активации ульты, либо мы прибавляем 10% к области эффектов. Ульта у нас в битве с боссом не фигурирует, поэтому мы с вами ставим правую сторону и увеличиваем на 10% область эффектов. Все у нас пляшет под
иссушающее проклятие. То есть мы с вами до этого дойдем сейчас обязательно. Здесь очевидно, либо мы ставим увеличение урона, либо 10% шанс на нанесение критического урона. Тут в любом случае ставим левую сторону, потому что чем больше урона, тем лучше. Мы с вами ориентируемся, естественно, на урон. И в какой-то из определенных моментов очевидно, что показатель нанесения критического урона у вас уже будет равен как минимум там, 85, грубо говоря, да, у большинства игроков. У кого-то может быть еще больше. То есть суть в чем? Можно добрать шанс нанесения критического урона камнями, можно добрать книгой, да, там снаряжение, экипировка, это все понятно. Кстати, кому нужны билды, кому нужны кузницы, расстановки, оружия, героев и так далее, там полезные тир-листы, полезные таблицы, можно мысли почитать антигуманиста, там очень много всего полезного. Есть закрытая группа, вход платный, кому нужно, пишите в личку, кому надо, тот меня найдет. Поехали дальше. Глобальное усиление у нас не самое лучшее, которое можно придумать, но наша с вами сила складывается из того, что все понемногу, везде, по чуть-чуть мы с вами собираем в одну тарелочку, и этим с вами мы питаемся, да, то есть плюс 50 здоровья, не самое лучшее глобальное усиление, но в любом случае оно нам с вами нужно. И вот он, самый сок. Здесь призываем деревья с защитными аурами, которые бросают взрывающиеся фрукты в противников. Здорово? Да, здорово. Здесь вместо обычного дерева теперь будет появляться мертвое. Зловеще, да, вот так звучит. Аура мертвого дерева теперь наносит врагам 700% урона в секунду. Либо мы с вами выбираем, фрукты теперь оглушают врагов на 1 секунду. Ну, естественно, у нас левая сторона отпадает, потому что босса оглушить невозможно. И, соответственно, у нас расклад идет таким, что мы с вами выбираем право-лево, и здесь у нас будет право. Вот такая сборка у нас с вами и будет в битве с боссом, если мы с вами используем друида. Теперь давайте с вами пойдем в подземелье, поиграем там. Ну, опять же, я шучу, как в тот раз. Естественно, в подземелье мы с вами не пойдем, пойдем в битву с боссом. Здесь уже у меня была попытка, были попытки, чуть-чуть я там поиграл. Так, давайте выбирать. Здесь у нас за кролика я сбегал, и сбегал, по-моему, за друида тоже я уже здесь пробежался. Редко я в этот режим захожу. И сейчас мы его с вами найдем. Вот он. Сейчас мы с вами увидим, ну, можно сказать, что чистый урон, без всяких коэффициентов. Плюс у нас избранная фракция сейчас это воины. Ну и, соответственно, у них показатель будет выше, да, то есть надо на это тоже смотреть. Но, несмотря на то, что сейчас идет гильдия воинов, избранные герои тоже у нас, видите, 1,5 множители получают. Несмотря на то, что гильдия воинов идет, все равно за друида надо будет отыграть. За друида, за кролика обязательно играем, и обязательно мы с вами увидим, если мы с вами в рейтинг зайдем, в таблицу лидеров, в любом случае у нас на первых местах будут друиды. Друиды, кролики. Ну, вождь, конечно, тоже здесь неплохо дает урон, но все равно друид будет показывать наибольший результат. Вот он, антигуманист, поэтому еще раз повторюсь, заходите к нам в группу, пишите в личку, там вход условно 2 чашки кофе, грубо говоря, да, там. Вот, поэтому пишите, он очень много полезных комментариев и по боссу, и по фарму, и много-много всего интересного он там расписал. И про ПВП, и там куча всего, там чуть ли не каждого героя он там расписал. Ну, в общем, заходите, будет интересно. Итак, давайте заходим в испытание, нажимаем играть, потратим сейчас с вами билет. По сборке. Что у нас здесь интересного?
Естественно, в первую очередь мы с вами стараемся навесить статус эффекты, да, и собрать скипетр, то есть основное оружие. Вот не хотел нажимать, надо было на клык нажать, ну, как вышло, так вышло. С моментом, когда у нас откроется Эва, естественно, мы с вами будем еще книгу длительности брать, но сейчас пока пропущу, возьму вот так вот, возьмем дротики. Все, и вот сразу же на что обращаем внимание, то есть мы с вами видим, что рогатка здесь у нас уже будет не актуальна, потому что друид сам по себе дает снятие брони на боссе, то есть рогатка у нас отпадает, и поэтому мы ее с вами не берем. Давайте клык возьмем. Сейчас у нас еще будет статус эффект добавлен. Так, нам еще нужно что осталось? Нам осталось... ну горение осталось, поджечь врага, да, то есть все остальное. Босс у нас не замедляется, не замораживается и не оглушается. Он у нас поджигается, наносится также у нас отравление боссу, да, и сами знаете, что нельзя говорить, к сожалению, как бы нелепо это ни звучало. Так, здесь нажмем обновить. Так, ну, не самый лучший вариант здесь выпал. Ну и ладно, как бы пусть будет так. Давайте. Ну, давайте молнию возьмем, куда деваться. Так, здесь у нас опыт. Значит, по книгам, что я беру? Я беру перезарядку, я беру урон, я беру удвоение. Можно взять еще опыт. Да, опыт можно взять, но в первую очередь, естественно, я стараюсь взять книгу урона, потому что нам с вами нужно сейчас будет собирать. Так, дротики. Бур, кстати, как вариант неплохой, но не подойдет в том плане, то, что у нас не хватает горения. Вот не помню, рассвет у меня сейчас настроен на то, чтобы поджигать врагов. Ну, сейчас узнаем как раз. Да, все, есть, увидели. Так, книга урона есть. Так, еще давайте урон прибавим. И не забывайте, что большая часть урона, она наносится именно в тот момент, когда босс уязвим. Все тайминги, все можно посмотреть в закрытой группе, заходите, там все боссы, все это расписано, там полезные таблицы, полезная экипировка, все это там есть. И в любом случае, вот сейчас, да, по крайней мере, ну, хочется сказать, что не то, что вот, ну, как будто бы и смысла нет бить босса без Эва. И вот по-хорошему бы книгу длительности взять, но опять же, какой от нее толк, если Эва у нас нет. То есть это обзор у нас такое предварительное впечатление, первое мнение, скажем так, да, но естественно оно не первое, все уже давным-давно понятно большинству из вас. Ну, как есть, так есть. И несмотря на это все, друид у нас выдает неплохой результат, даже без прокачки. Стараемся, 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 живем, живем, живем. И сейчас у нас сработает уязвимость. Подходим как можно ближе. Так. Критический урон у меня там под 100 уже без книги, поэтому я брать не буду, добивать. Так, здесь нажмем кнопку обновить. Давайте удвоение возьмем. Ну и естественно надо было бы, конечно же, здесь так, опыт, да, давайте возьмем. То есть чем чаще здоровье героя у нас с вами будет на нуле, тем, естественно, тем самым мы с вами входим в состояние ярости после возрождения, и большую часть урона мы с вами наносим именно находясь в ярости после воскрешения. Поэтому если вы хотите занимать лидирующие результаты
в таблице лидеров по нанесенному урону в битве с боссом, то не жалейте кристаллы. Я сейчас этого делать не буду, потому что определенно смысла нет. Это все нужно делать только при полной прокачке. Но опять же, даже если у вас прокачки нет, все равно пробуйте. Если бюджет, скажем так, по кристаллам вам позволяет это сделать, то пробуйте, все должно будет у вас получиться. То есть самое главное, нужно навесить статус эффекты и стараться как можно больше урона нанести. Обновим, скипетр еще раз возьмем. Так, потихонечку, потихонечку. И вот, кстати, можно на вот эти вот наступать, чтобы у нас с вами здоровье было ниже, потому что чем ниже здоровье, тем больше урона у нас наносится, там уже работают таланты. За каждый потерянный процент здоровья у нас с вами идет усиление в уроне. Так, ну давайте возьмем область, хотя область тут нам по факту-то особо роли сейчас не играет, но все равно, если бы у нас были деревья, мы уже тут с вами подготовлены. Вот еще видно то, что у нас тут волна работает. Если мы с вами книгу области берем, тут у нас не особо она, конечно, влияет, но все равно надо стараться. Можно вместо области в целом даже там и книгу скорости попробовать взять. Так, давайте опыт возьмем. Сейчас нам надо будет что сделать? Нам сейчас надо будет кинжал. Надо будет рассвет прокачивать, потому что с рассветом уже будет поинтереснее. Так, сейчас уже скоро у нас, не знаю, попаду, не попаду, не люблю вот эти вот тайминги выцеливать. Уже сколько, 19 секунд осталось. Наверное, не самое лучшее выступление. Да, все. Немножко не вовремя не вовремя. Но все равно, я думаю, что суть для вас ясна. То есть нужно стараться вступать в ярость именно в тот момент, когда босс уязвим. Вот сейчас надо было бы по-хорошему нажать на воскрешение, но как есть, так есть. Ладно, господи, ну что ж поделать. Вот, и соответственно, если бы у нас были множители, то урона было бы еще больше. Если бы мы еще и соблюдали тайминги, то еще больше было бы урона. И если бы кузница была прокачана, то еще больше урона было бы у нас с вами. Ну, я думаю, что суть я передал. То есть нам в любом случае нужны кузница, нужна прокачка обязательно, то есть нужно много всего. И если вы будете все это делать, соблюдать, соответственно, у вас все получится. Вот такой вот обзор на друида вышел. Надеюсь, кто-то из вас для себя что-то полезное почерпнул. Не самый идеальный, не самый лучший забег, конечно, получился. Приношу извинения. Я не фанат и не любитель битвы с боссом, я так туда захожу, просто вот ради интереса потестировать для разнообразия. Вот, поэтому еще раз приношу извинения. Вот, всем пока-пока, всем удачи, всем хорошей, легкой и крутой прокачки. Всем героям пока.